Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об очередном детище концерна BBK, а конкретно о смартфоне Vivo X90. X90 Pro Plus был на канале, X90 Pro еще будет, я его, к слову, заказал, потом мне отменили доставку, и я его перезаказал еще раз, скоро он у меня будет на руках. Но насколько же эти иксы похожи? Я вам скажу откровенно, сравнивать их смысла нет, они похожи как две капли воды. Да, вы можете посмотреть, что там сенсоры разные, светосила разная, но если вы возьмете в ручки и начнете этим пользоваться, сравнивать там по большому счету нечего. Но, как всегда я делаю, допустим, с брендом BBK или с брендом Xiaomi, я сталкиваю их лбами с чем-то нестандартным. Конкретно сегодня вы увидите сравнение Mini с iPhone SE 2. И да, это будет полноценный, как всегда, обзор на Vivo X90. Я вам расскажу, какой здесь очуменный Vibra, чуть-чуть хуже, чем у OnePlus. Я расскажу вам о том, что он выбивает легко 1 200 000 баллов в Antutu. Я, разумеется, скажу, что вот сегодня у меня в руках лидер по storage тесту. Это значит, у него нереально просто быстрая память. В него классно играть, несмотря на то, что грани чуть-чуть закругленные. Он великолепно фотографирует ночью, и у него нет таких глюков, как у Neo 7, обзор на который уже на канале. Это тоже iQOO Vivo. У него не было возможности завести 5 пальцев, хотя прошивка у них одинаковая, то есть, чтобы вы понимали. И да, у Dimensity 9220 у меня были вопросы, допустим, при этом тесте, почему он долго ловит GPS. Также точность 1 метр, но ловил он долго. И в отличие от, опять же, OnePlus, если вы начитались новостей, у Vivo пока, у iQOO нет проблем с активацией. Да, если вы купили 11, только 11 OnePlus, вполне возможно, у вас будет проблема с активацией на территории, на которой этот смартфон не произведен. Проще говоря, если у вас смартфон не глобальной версии, которую они будут продавать начиная с 16 февраля на кислороде, а на ColorOS у вас, возможно, будут проблемы. Хотя, возможно, они опять же эту штуку отменят. Перепрошивка, как говорят нам форумы, не помогает. Но это другая история. Повторяюсь, вот этот смартфон на данный момент на глобальном рынке отсутствует. Проблем с ним никаких нет. Лично у меня, я думаю, что вряд ли у кого-то будет. Vivo, в принципе, не любит свои флагманы раскидывать вне территории Китая. Во всяком случае, не все линейки. Напоминаю, что у этой линейки есть X90, X90 Pro, X90 Pro Plus. Они same-same, то есть они внешне прям безумно похожи, особо не отличишь. Кайф от использования данного смарта есть, шим минимальный. И вы должны знать, что такое существует. И если вы видите человека, который держит это в руках, это значит, человек разбирается в технологиях, потому что с этим делом реально свободно можно проходить года 4, не думая. Потому что это, несмотря на отсутствие беспроводной зарядки и официальной защиты от влаги, в отличие от версии Pro Plus, флагман, только стоит в 2 раза дешевле. Смотрим. Ну и теперь те же самые условия. Это iPhone SE 2 и Vivo X90 просто, без версии Pro и без версии Pro Plus. Сейчас вы слышите, как работают микрофоны, сейчас вы видите, как они оба снимают в 4К 60 FPS, точнее, вы для себя видите 1080p, потому что картинка перевернутая. И да, когда вы обращаете внимание, что обзор вы видите в 4К, и если человек вставляет примеры в 4К в обзор, который идет в 1080p, они абсолютно не информативны. Там идет downscale и еще downscale от YouTube. Но это лирика, не лирика. Это то, что вы видите, как эти смартфоны себя ведут. Если вам радует такой подход, и если вам подходит это интересно, пишите в комментах, потому что, разумеется, намного проще делать просто обзор сразу на один девайс и не забивать себе голову, сравнивая с несравниваемым. Почему? Потому что, несмотря ни на что, SE 2 стоит дешевле, выглядит он откровенно максимально убого, то есть это раритет. С одной стороны. С другой стороны, если вы сейчас видите разницу, это хорошо. Если вы видите разницу в сторону того, что яблоко снимает лучше, я не удивлен. Но вполне возможно вы видите по-другому, потому что у всех свои экраны, это раз. И два, у всех свое восприятие. Допустим, по мне, Vivo выкручивает цвета и конкретно выкручивает яркость. Но мы не будем об этом, потому что, возможно, вы видите как-то по-другому. И это нормально. Все видят по-разному. Вот так смогут данные смартфоны снимать в идеальных условиях обстановки, во всяком случае в плане света. В плане звука, да, здесь не идеально, но света более чем достаточно. Позади меня, с фронта, с тыла, везде. Я подсвечен со всех сторон. Соответственно, вы должны видеть и детали, и недостатки, никаких сглаживаний сейчас не включено на смартах.
Много будет ночных примеров, много будет дневных примеров, ну и, разумеется, всяких фишек у Vivo, которые лучше не использовать, потому что могут посчитать, что это не является нормой. У них есть украшалки, встроенные в программу. Смотрим. Так, на яблоке HD 60 FPS, на Vivo, ура, у них круче 1080p 60 FPS. Сейчас вы видите, как снимают оба этих смартфона меня, я пытаюсь двигаться, либо не пытаюсь. Смотрите, каким образом они могут отслеживать, сколько деталей они передают, сколько недостатков, как вам скин-тон. Я знаю насчет того, что яблоко всегда желтит, но не в этот, кстати, не сильно. С одной стороны. С другой стороны, усиление голоса не включено на Vivo. Вот сейчас усиление голоса, вы слышите, как один или другой смартфон снимает. А по поводу same и похожести девайсов, да, по большому счету, если вы посмотрите на ту же линейку Vivo, ну там чуть-чуть другие процессоры. Да, если вы, кстати, будете приобретать Vivo в комплектации не на 256 гигабайт, у вас будет тип памяти внутренний другой. В принципе, как и делают Xiaomi. А если говорить о фронталках и основных камерах, еще будет много примеров сейчас. Потом будет в X2, можете посмотреть основная часть обзора, это синтетика и мнение, и резюмирую в конце. Почему быстрые обзоры, несмотря на то, что вы сейчас смотрите на 40 минут, вполне возможно? Потому что, собственно, обзор начинается с минуты 5, вы всегда можете на это дело кликнуть, поставить в X2 и за 4 минуты узнать все, что вам необходимо, чтобы создалось у вас впечатление об устройстве. Ну как вам? Что больше нравится? Вот реально есть те, кто скажет, что даже фронталка на яблоке ему импонирует больше, притом она сейчас передает настоящий, во всяком случае, цвет у футболки, чем у Vivo. Смотрим. Ну что же, на двух смартах 4К 60 FPS, и вы видите в SE2, возможно, немного он желтит, но я деталей там вижу больше, чем Vivo. Если стоять и снимать, то примерно вот такая разница будет. У обоих 4К 60 FPS, сейчас начинаю двигаться. Единственное, у Vivo сейчас не включен режим распознавания речи. Сейчас я его включу. У Vivo включил усиление голоса. И вот сейчас вы видите разницу по микрофонам, вполне возможно. Но в целом я не скажу, что SE2 прям сливает по цветам. Если даже... Нет, он вот ловит пересвет, получается, видите? Здание. Интересные дела. Так, сразу говорю, что SE2 я протер по-нормальному. Я не понимаю, почему он так в дымке снимает, но снимает. Ну, еще раз протру. Не особо сильно помогло, но вы видите, 1080p, конечно, у Vivo рвут по полной программе. Счастливый, ужасный iPhone SE2. Как вы понимаете, что это просто попытка сделать что-то, на чем можно заработать средства в старом корпусе. Vivo молодец. SE не молодец, второй. Как говорится, без этого вида никуда. Чаще всего я фотографирую здесь и скидываю в телегу личную, для того, чтобы люди видели разницу и в детальности, и в цветах, и в свете. Вы видите, что сейчас, допустим, по мне не справляется Vivo X90. Вопреки всему, несмотря ни на что, то, что он здесь снимает, то, что я вижу, это абсолютно неприемлемо. Если говорить о объектах внизу, давайте посмотрим. И, не, наверное, все-таки у Vivo все намного лучше, по идее, но не факт. На штатив потом поставлю, увеличу, но когда будет освещение получше, для того, чтобы видно было, что у нас там вечерело. Ну, в целом, вот движение. И вы видите, что можно делать с SE2 и что можно делать с Vivo. Но 4К 60 FPS, два смартфона, и я вам скажу, что нужно смотреть на большом экране, потому что, опять же, не видно на айфоне, насколько хорошо, и не видно на Vivo, насколько плохо, потому что надо все это дело будет однозначно проверять. Ну, в движении все и так понятно, плюс-минус. По стабу, во всяком случае. Две фронталки в 1080p 30 FPS для сравнений, потому что в основном все равно все снимают в 1080p. И сейчас у Vivo становится 1080p 60 FPS, а у Яблока все еще 1080p 30 FPS. Смотрим. Все протерто. Все с последними прошивками.
Усложняем задачу. Сложный объект 1080p 60 fps. У Vivo включена стабилизация. И мы сейчас перейдем, посмотрим, что они ночью нам могут предложить вдвоем. И переходим в режим ночи. Вот так. Теперь мы ночь сравним в 1080p 60 fps. И усиление голоса на Vivo пока не стоит. Вы видите сейчас, что снимает Vivo, что снимает iPhone. И, по-моему, вот в этом сценарии уже iPhone слегка проигрывает. С другой стороны, Vivo высветляет, iPhone снимает так, как я его вижу сейчас. Вот что я вижу сейчас, то вы видите на iPhone. Потому что Vivo, вот посмотрите опять же диоды. Мы можем прочитать, что написано через яблоко, и не можем прочитать, что написано через Vivo. Напоминаю, что ни на iPhone 14 SE 2, ни на iPhone 14 Pro Plus, ни на iPhone 14 Pro Max я еще не делал обзора, хотя я сравниваю упорно их со всеми смартами. Почему? Потому что у них огромное количество минусов, особенно для нас. То есть, допустим, те же банковские приложения, не то что не установить, или приклеивать магнитки, опять же, для бесконтактной оплаты, ну такое себе. И постоянное ожидание того, что тебя просто обрубят и отключат смарт. Вот смотрите, о, Vivo начал как глючить. Во всяком случае, я это вижу, но вы можете видеть и другое. Еще немного мучительных ночных съемок 4К 60 FPS. И я замечу вот такую еще штуку, что у iPhone SE 2 ловит, видите? Хотя оба ловят нерадостные мерцания. Так вот, у SE 2 очень быстро запотевает основная камера. Ее, конечно, протираешь, и никаких проблем. Но мне кажется, это все-таки из-за особенностей физического нахождения камеры в чехле, потому что у меня чехол такой утопленный, против света. Вы видите, вот вам тест, что может одна камера, что может другая камера. Вот вам еще один тест. И то, что Vivo пытается вытягивать светлые участки, оно убивает возможность увидеть на рекламных каких-то штуковинах информацию, потому что он все осветляет и все. Так, iPhone, получается, включил автоматом камеру. Если я, допустим, на Vivo тоже включу, то посмотрим, что будет. На Vivo включил. Продолжаем банкет. Опять же, по поводу ультимативности обзора, я напоминаю, что чем больше у вас есть возможность времени сравнить, тем проще вам сделать выбор. Я специально сталкиваю лбами девайсы, которые, в принципе, никто вам сталкивать не будет, потому что это убьет продажи одних или других. Вот сейчас люди, которые реально собираются приобретать смартфоны для съемки видео, они два раза подумают, что об одном, что о другом девайсе. Когда я сравнивал Xiaomi 13 вместе с OnePlus, допустим, или точнее с iPhone, а потом OnePlus сравнивал с двумя разными смартами, разумеется, это положительно на их продажах никак не повлияет, с одной стороны. С другой стороны, у вас вот эти вот розовые пони, которые говорят, что если смартфон показывают, что хорошо снимает, он снимает хорошо. Он всегда снимает хорошо, но относительно другого смартфона. Вот смотрите, все вроде бы волшебно. Но если мы обратим внимание, допустим, на улицу, вот видите, как мерцает, допустим, на втором этаже у двери лампа и съедает часть информации у Vivo. У Яблока этого не происходит. Такая вот матрица. Распаковка. Поставляется Vivo X90 в черной тактильно приятной коробке. На упаковке есть название модели, краткая характеристика и лого Zeiss. Пакинг шикарный. В комплекте мы имеем сам смартфон, силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-C на USB-C, блок питания на 120 Вт и ключ для извлечения слота. Он прорезиненный на 2 сим-карты. Весит смартфон без чехла 202 грамма, габариты 164 на 74 на 8,8 мм и 10,6 мм с блоком камер. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок. Нас там 87 тысяч уже. Взаимопомощи нас там 14 тысяч. Мой личный телеграм-канал, куда я скидываю результаты тестов и спрашиваю вас, что еще в смартфоне проверить до того, как выгружаю обзор. Поставляется данный девайс в черной и голубой расцветке. Тыльная часть выполнена из матового
стекла, а рамка алюминиевая. Дизайн X90 отличный, однозначно запоминающийся. Сборка хорошая, как и качество материалов. Корпус не марки. Лежит X90 в руке как с чехлом, так и без него хорошо. Пользоваться им одной рукой не совсем удобно из-за габаритов, но не всем. Мне конкретно привычно стало. Опять же, я долго ходил с X90 Pro Plus, а тут те же тапки. В корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что неудивительно. Далее есть микрофоны, стереодинамики, звучание Hi-Fi класса приятное. Мини-джека нет, а IK-порт в наличии. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP64, к сожалению, это не IP68, и по большому счету это ни о чем. Это что значит? Значит, что вы его топить не должны, и под дождиком аккуратнее, никаких гарантий у вас нет. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей. В настройках разрешение можно менять. Технология HDR10+ на борту, поддержка 1,7 миллиарда цветов, плотность пикселей 453 ppi, что с запасом. Пиковая яркость 1300 нит. Напоминаю, что у топов 1800-1900, но 1300 тоже с головой хватает. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости вам хватит. Пользоваться смартфоном будет можно, но ощущение запаса яркости у вас не будет. Частота обновления экрана максимум 120 Гц и технология автоподбора герцовки на борту. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат меня не радует. Напоминаю, что все эти супер герцовки показываются только в определенных играх. Частота регулировки шима 2160 Гц. Показатели шима вы также можете наблюдать на экране, результаты хороши. Глаза от экрана не устают, и даже у чувствительных людей к шиму будет все хорошо. Автояркость отрабатывает быстро и корректно, Always on Display в наличии. Мультитач, разумеется, берет все 10 пальцев одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, завести одинаковые пальцы нельзя. Притом, в отличие от Neo 7, здесь можно завести все 5 пальцев спокойно. Распознавание лица срабатывает быстро, завести можно до 2 лиц. Одно и то же лицо можно завести, это не очень хорошо. Подбородок минимальный, рамки небольшие, цветопередача отличная, и в целом экран, как для обыкновенной версии X90, просто волшебный. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 9220 с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц. Графический процессор Mali G715 и Immortal MC11. Также установлен чип Vivo V2. Система охлаждения с паровой камерой, операционная система на базе Android 13 версии. Русский язык на борту, перевод неплохой, шрифт можно поменять. Опять же, все это будет обновляться. Сейчас телефончик свежий, будет и Android 14, я думаю, еще 15 без проблем. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8-12 гигабайт. Внутренняя память UFS версии 3.1, но только для 128 гигабайт. На 256 и 512 версии 4.0. Поэтому это, в принципе, лидер по синтетике в плане внутренней памяти. 134 тысячи баллов у меня в Antutu не выбивал никто. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, которая для нас не актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G есть 7 и 20 бенд. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчики приближения, не подводили. Есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи, но напоминаю, это только если вы купите китайскую версию смартфона в глобалке, такого не будет, если вдруг появится на глобалке X90. Вибромоторчик тактильно приятный и настраиваемый. Для игр есть 4D вибрация, но она работает только в одной игре у меня в PUBG. Возможно, в китайском регионе еще в большем количестве игр она будет работать. Bluetooth версии 5.3, это круто. NFC поддерживается, можно установить MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS показывает точность в 1 метр в городских условиях, что стандартно для Dimensity, но ловит очень долго и периодически слетает, что странно. Может быть, с прошивками допилят, а может быть, дело в железе. Емкость аккумулятора 4810 мАч. В PC-марке выдал 9 часов с лишним, и это прям очень круто, потому что тест я проводил при максимальной яркости, максимальной герцовке и с максимальным разрешением. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки и реверсивной здесь нет. При просмотре видео на YouTube уходит в час примерно 9% по Wi-Fi, в играх в среднем уходит 20%. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит с не особо плохими результатами, вы видите их на экране. В Geekbench он выбивает все время по-разному, тоже видите, что довольно странно. Как проходит в Wildlife и насколько все стабильно, ну, я скажу, что в Wildlife стабильность я видел и похуже намного с Dimensity, так что можно считать, что все хорошо. Разумеется, Slingshot Extreme он выбивает на максимуме. Ну, а если говорить про цифры, Wildlife Extreme 3619, Wildlife Extreme Stress Test 3621,
21 лучший цикл, 3297 худший, Wildlife обычный, разумеется, на максимуме, Wildlife Stress Test 12690 на максимуме. В Antutu он выбил у меня 1 205 000 баллов, Storage Test показал нереальные 134 000. Результаты искусственного интеллекта тоже хороши, почти 2 миллиона он выбивает. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и тройной LED вспышки. Над камерами Vivo работала совместно с Zeiss. Блок камер покрыт стеклом Zeiss T. Основной сенсор Sony IMX866 на 50 мегапикселей с технологией VCS True для цветопередачи Super Night View версии 3.0. Ультраширик Sony IMX663 на 12 мегапикселей с углом обзора в 116 градусов. Телефото с сенсором Sony IMX663 на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом. Лазерная автофокусировка на борту. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, а 120 FPS нет. В стоке на смартфоне огромное количество режимов, фильтров и вспомогательных функций. К примеру, есть несколько стилей для портретов. К слову, они работают и с фронтальной камерой. Pro режим, кинематографическое видео с боке Zeiss. Есть предустановки Zeiss для фото и не только. Эффект миниатюра, HDR режим, фронтальный сенсор Samsung S5KG D1 на 32 мегапикселя. Он находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p, 60 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну и режим Cinematic здесь, разумеется, есть, но это жалкое подобие левой руки. Почему? Потому что сейчас я включу, допустим, усиление голоса. Только 1080p 30 FPS. Как вы понимаете, да, круто, что это дело все добавили, и вроде бы интересно все это дело выглядит, но кое-кто впереди, притом конкретно-то. А это уже режим натуральный, притом здесь можно делать X, усиление голоса включено, и также максимально 1083 FPS. 1080p 30 FPS, поиграться можно, но сказать, что это шаг вперед куда-то там, нет, учитывая разрешение, ну, молодцы, сделали. Можно какие-нибудь фильмы для домашнего просмотра записать. С другой стороны, многие даже обзоры снимают в 1080p, поэтому, по большому счету, если вы в 1080p снимаете и выкладываете, вам вот этого вот дела за глаза и за уши. 4К 60 FPS пытаюсь снимать непрерывно, чтобы проверить, насколько хорош автофокус. Настолько ли он хорош, допустим, как в том же айфоне, когда я снимаю предметы. Как вы видите, к сожалению или к счастью, по мне не настолько. Но может быть я не прав. Не, обрывки. Очень близко, но пока не то. 1080p 30 FPS, фронталка, Vivo, и вот так она будет вас снимать в максимально противный солнечный день с рассеянным светом. Такой рассеянный свет, когда вы не можете без очков ходить и приходится щуриться. 4К 60 FPS со стабилизацией, немного магазина и... Ага, видите, как со светом радость. Еще подфризивает. Но это, кстати, без включенного усиления голоса. Вот сейчас усиление голоса, по идее, он должен снимать чуть-чуть лучше. Во всяком случае, аудио записывает лучше. 4К 60 FPS. Стаб включен, плавненько. Пытаюсь показать все огоньки. Усиление голоса включено. Ну, неплохо. 4К 60 FPS, минимальный кроп, потому что полностью отключена стабилизация. Vivo X90. И вот так получается снимать с двух рук. Без штатива. У меня картинка прыгает, не знаю почему. Будем смотреть потом на компе. Фронталка максимум выдает 1080p 60 FPS. 60 FPS это уже лучше, чем 30, как мы недавно у Neo 7 видели. Но в целом это вам не 4К. С одной стороны. С другой стороны, довольно неплохо, во всяком случае, на этом экране и без усиления голоса. С усилением голоса я разговариваю спокойно. Вот сейчас вы сможете увидеть в движении с идеальным освещением. Почему? Потому что пересветов нет. Уже как раз идет
закат. С одной стороны, с другой стороны, освещения более чем хватает для того, чтобы иметь возможность сравнить. Ну, вот так. Неплохо, правда? Колоритненько. Ну, ультраширик стандартно работает в 1080p 30 fps. В принципе, для того, чтобы понять, что вам нужна либо GoPro, либо вам хватит этого смартфона, мне достаточно пройтись. И да, если у вас нет стабилизатора, ультраширик в 1080p это так. Затычка так же, как я считаю, как и макро. Если телевики еще бывают топовыми, я не знаю, ультраширики, ну, напишите, у чего вы видели супер-мега крутой ультраширик. Хотя здесь, ну, опять же, картинка неплохая. Не скажу, что она плохая, просто с таким разрешением что вы будете делать с этой записью? Travel блок? Ну, может быть. Может быть. И вот здесь жутейшая стабилизация должна быть. Это стабилизация уровня горизонта. Я специально иду, еще и двигаю смартфон. 1080p 30 fps. Не знаю, что из этого выйдет. И это а-ля такой спортивный режим. Еще потестируем его. А для начала я, наверное, посмотрю все-таки на компьютере, что в итоге получилось с этим спортивным режимом. Мне прям очень интересно. Фронталка 1080p 60 fps. Запоминаем, так делать нельзя. Нельзя снимать себя. Нельзя кататься без шлема. Но по-другому фронталку в движении не протестируешь. Но самое важное не это. Самое важное, если вы вдруг не знаете, что водяные знаки — это такие штучки, которые Vivo X90, допустим, написано на фото, можно отключать на любом смартфоне, знайте. Мне недавно в комментариях написало несколько человек, что встречаются даже те, кто не знают, как в настройках это дело отключить. По фронталке вы сами все видите, ловит мерцание. Ночью снимать технически можно. 1080p 60 fps. Терпимо. Сглаживать меня сильно сглаживает. Снимать так не надо. Нужно гулять, еще увидите примерно. И усиление голоса сразу 4К 60 fps. Вот так можно будет снимать ночь. Мне не нравится, как все шумит. Но возможно, на компьютере будет как-то по-другому. С другой стороны, мне нравится стабилизация. Хотя и она, по идее, здесь отсутствует сейчас. Только цифровая. Но вообще неплохо. Неплохо. Фронталка 1080p 60 fps, абсолютная бесконечная ночь, прибой. И я могу сказать, что дольше, чем этот смартфон, ночные фото у меня, наверное, никто не обрабатывал. Но это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Плохо с той стороны, что нужно стоять долго неподвижно, хорошо с той стороны, что вроде бы у него все очень неплохо это дело получается. Смотрите, в моей телеге, моей личной, в описании я туда скину исходники. Кому охота, ползайте, потому что плюс-минус одинаковые условия у меня у всех смартфонов. И насколько хорошо они справляются, видно прям активно. Насчет видео у меня вопросы к этому смарту, ну вы сами видите. Хотя, опять же, шумы, ладно, и в Самсунгах последних такие же шумы ночью у фронталки. Но все равно, опять же, в сравнении с тем же яблоком, он меня не особо порадовал. Я надеялся, что там будет полный разнос SE2, это точно. А вот в плане фото, ну вау, вау, прям можно не думать. Zates forever. Вот так. И это сейчас было, кстати, все без усиления голоса. А сейчас вы слышите усиление голоса и снова можете оценить. Насчет того, почему тысячный раз так много примеров фото и видео, по той причине, что мы больше половины стоимости смарта отдаем за это дело. И по большому счету вся эта оптимизация из разряда оперативная память, различные типы внутренней памяти, расширение памяти, которое нам надо, космос, что для игрушек? Ну нет, 200 гигабайт для игрушек за глаза и за уши. А уже видеосъемка и фотосъемка, где у тебя там файлы по 25 мегабайт, и потом занимают гигабайты, это уже серьезная история. И, наверное, танцует все от потребностей камер. Все хотят быть максимально мобильными, потреблять окружающий мир исключительно через экран смартфона. Соответственно, его надо копипастить как-то, а копипастить мир можно только с помощью камер. Еще раз повторяюсь, что стараюсь все входы писать на Sony FX3. Все-таки при проставленном свете ни одна камера не сравнится в смартфоне с тем, что может делать настоящий фотоаппарат, либо профессиональная камера. Но с одной стороны, с другой стороны, оно вам надо. Много видео 4К 60 fps.
предметы, и у меня ощущение, что это дело подфризивает прямо люто. Прямо люто. Может быть, мне кажется. Это было отключено усиление голоса. Вот сейчас включил. И опять же вижу, как все безумно фризит. Надеюсь, что это только при выводе на экран. О, зайчики. Протер еще раз линзу. Нет ощущения у меня, что стало лучше. Может быть, у вас есть, но у меня нет. 4К 60 FPS, стандартная стабилизация, без всяких сравнений. Спокойненько идем со смартфоном и пытаемся снимать со ступенек. Никаких внешних раздражающих звуков нет, но все равно включу сейчас усиление голоса. И насколько хорошо будет меня слышно, насколько вам комфортна картинка, смотрите сами. Вот сейчас усложняем задачу, будем следить за объектом. Раз. Заодно автофокус проверим. 2. 3. Почти ушел. 1080p 60 fps, мой любимый момент с суперстабом. Почему? Потому что мы идем в место, где всегда можно наблюдать лютейшие шумы, с низким освещением, без дополнительных источников света. Вот вы видите, как все неприятненько. И можем смотреть. Нет, все хорошо. Дешевые смартфоны так не могут плавненько. Конечно, есть при переходе шум, притом еще какой, и расфокус, но нет пересвета лютого, за что огромный плюс смартфона. И это без усиления голоса. Вот сейчас уровень фонового шума уменьшается, но мне кажется, кстати, что иногда даже эта функция усиления голоса работает хуже, чем если бы ее не было. Ох, был неприятный момент. 4К 60 FPS, съемка с одной руки и солнечный день. Насколько ветрено, не сильно ветрено. Насколько хороша стабилизация. Еще раз повторяюсь, очень часто на смартфоне это не видно. То есть я могу вам сейчас хвалить, такой: о, здесь так классно, ничего не фризит, вообще ничего не дергается. А в итоге после того, как я скину на компьютер, здесь будет полный аншлаг. С одной стороны. С другой стороны, я могу наоборот говорить, что все безумным образом просто трясется, а на компьютере будет видно, что все это после постобработки, когда смарт записал себе уже в память, будет великолепно. Матрица. Минусы: хотелось бы разъем версии 2.0. Тач меня не особо радует. Не очень сильно понравились ночные фото, но не понравилась стабилизация. Могли бы сделать и получше. Нет беспроводной зарядки, что неудивительно. Нет реверсивной зарядки, нет защиты от влаги, что тоже, в принципе, неудивительно за стоимость. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Скоро будет сейл, будет весело. Закупимся на следующую распродажу. Что я закупил, можете посмотреть в моем личном телеграм-канале, я туда скидываю список того, что мне идет. И закончить бы я все это хотел на фронтальную камеру 1080p 60 fps. Положа руку на сердце, наверное, вы согласитесь, что большинство из нас, вот сейчас я включаю усиление голоса, не видят разницы на смартфоне, когда смотрят 4К или 1080p. Почему? Потому что в основном на смартах и планшетах, и эта штука для потребления контента номер один, мы смотрим все в 1080p. И этот смартфон X90, пусть он на Dimensity 9220, показывает, еще раз повторяюсь, 1 200 000 баллов в Antutu. Просто какие-то космические баллы в Storage-тесте. Может фактически все. И единственное, конечно, если сравнивать видеовозможности, кому-то он гипотетически может проигрывать в разных сценариях использования. По поводу фото, еще раз повторяюсь, что Vivo — это одни из лучших аппаратов, которые я встречал на рынке, и они могут фотографировать, если вы не умеете фотографировать за вас, они могут фотографировать в стоковой камере, ничего накатывать не надо, и они классные. То есть ночью съемка будет такая, что вы будете удивляться, как он это может. Днем будет съемка такая, что вы будете думать, что вы занимались художественной фотографией. И вот будет, в принципе, это делать все за вас. Если говорить по поводу видео, вы все видели и можете сами что-то для себя решить. Если говорить по поводу китайских версий или глобальных, напоминаю, что никаких проблем с Google сервисами нет.
и вы просто все устанавливаете, и все. Не считая теперь OnePlus. Почему? Потому что у OnePlus именно у 11 серии у нас начались проблемы, и они, по сути, не хотят, чтобы на ColorOS люди покупали смартфоны из Поднебесной. Хотят, чтобы вы все покупали глобалки. Таких проблем у остальных смартфонов я не видел, но у Xiaomi была похожая история, когда они стали заблочивать загрузчик, и нам необходимо стало перепрошивать китайские версии смартов. Будем надеяться, что BBK не пойдет по этому пути со всеми смартфонами, включая линейку Vivo, включая линейку IQ, которая тоже есть глобалка. И вы будете иметь великолепную возможность приобретать данные девайсы за адекватные деньги. Потому что в глобале Vivo, особенно вот этих флагманских линеек, стоит просто космос. В резюмирую, сказать могу одно. Если вы знаете, что такое Vivo, и если вы понимаете, что такое Dimensity, я понимаю, что здесь GPS получше, но все остальное моментами расстраивает. Определенные моменты, я думаю, вы понимаете, какие. Ему однозначное да. То есть я не вижу особо дикой разницы для среднестатистического пользователя, не блогера, в камерах между X90 Pro Plus и X90. Я не вижу каких-то суперфункций, за которые стоит переплачивать. Пишем в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Девайсу однозначное да. Ставим лайки, подписываемся на телеграм-канал скидок и взаимопомощи и пишем, как вам фронталка. Почему? Потому что, ну, неплохо же, что она снимает, даже для ролика, даже микро, нет?